Друзья, всем привет на канале, рад приветствовать тех, кто первый раз. Меня зовут Паша Клымок, общаемся мы на тему моноколес и не только, иногда расширяем все это дело. По традиции, если вам понравится в конце ролик, не пожалейте палец вверх, коммент, подписка, если тематика моноколес вам в принципе интересна. Не так давно я записывал ролик, спустя год моего передвижения на моноколесе, с августа 2021 года, по сути по август 2022 года, я записывал о минусах моноколес сугубо на мое личное мнение. И в комментариях я просил в том ролике вас дать понять, интересно ли вам будет услышать мое личное мнение о плюсах моноколес спустя год. Друзья, вы должны понимать, что все, что тут вещается, это сугубо мое личное мнение, мое впечатление касательно моего колеса. Возможно, каких-то минусов или, возможно, каких-то плюсов, которые я озвучивал в прошлом ролике или в этом ролике, на разных колесах их не будет. Возможно, на каких-то колесах этих минусов или плюсов будет еще больше. Поэтому как раз я и хочу, чтобы вы давали фидбэк, а какие минусы или плюсы, сегодня мы говорим о плюсах, конкретно можно услышать от вас. Напомню, кто, возможно, видит меня первый раз, первое мое колесо V8, на котором я учился около месяца, потом перешел на Kingsong 18L. 4-й этаж без лифта, поэтому 24 кило с установленными металлическими пластинами на нем. Пока что это, наверное, максимум по весу, который бы я хотел тягать на 4-й этаж вниз и вверх. Плюсы, которые я выделяю. Первый пункт – это компактность. И, наверное, именно из-за этого многие моноколесники как раз переходят с велосипедов, самокатов на моноколеса. Компактность для любого вашего дела. Кто, возможно, владеет маленькими, небольшими моноколесами, поправьте меня, если это не так, но его можно даже повесить на рюкзак. Если не в рюкзак, то поверх рюкзака. Зимой есть рюкзаки для переноски сноубордов, то есть вы просто на лямке ставите вот эти 2 метра вот этой доски и несете рюкзак. Почему моноколесо нельзя повесить на рюкзак, если оно весит 10 кило? В чем проблема? Мы не говорим про колеса 40 плюс килограмм, 10 кило повесили, пошли. Часто с велосипедами, которые просто физически не влазят в автомобиль, пока им не подкручиваешь все эти колеса, все эти рамы, рули, не повернешь, они не влезут. А если 2? А если 3 велосипеда? Думаю, каждый видел машины с рейлингами сверху на крыше, и там стоят велосипеды, потому что они в салон просто не помещаются. Колесо в салон, да ради бога, в багажник, на крышу, в руках, в ногах, да куда угодно. Просто на сидушку, если там что-нибудь подстелить. Любое моноколесо поместится в салон без каких-либо проблем. Второй плюс это вес. Вес моноколеса. Будем говорить про моноколеса в целом. Вес в, допустим, 20-25 килограмм поднимет в принципе любой человек. Если это скутер, я имею в виду электроскутер или бензиновый уже мопед какой-то, то он весит куда, конечно же, больше. Да, есть и моноколеса, которые весят по 40 килограмм. Но это уже совсем другая история. Вес моноколеса в целом для людей, которые только-только на него становятся, только на него переходят, он будет 12 килограмм.
для начинающих. Третий плюс – это деньги на бензин. В текущих условиях цен на бензин в Украине это порядка 50 гривен за литр. Передвигаться на моноколесе на небольшие расстояния или на большие расстояния, или за хлебушком, или в магазин, или за ребенком в сад, или за ребенком, который едет по парку на велосипеде. Это очень, мне кажется, весомая экономия. Очень весомая экономия, потому что сравнивая денежные затраты, финансовые затраты, которые вы, допустим, потратите, ну, условно, там, за 3 месяца летних на колесо, на зарядку, и на бензин, они, конечно, будут очень-очень отличаться. Четвертый плюс – экология. Ну, как-то, знаете, так вот последние несколько лет я наблюдаю тенденцию многих к сортировке мусора. Я не знаю конкретно в вашем городе, в вашей стране, но в Украине, там, в частности в Киеве, да, это тенденция. Сортировка мусора, да, там все в один бак, а как-то это все сортировать. Экология в том плане, да, что если есть у человека возможность купить бензиновый автомобиль или электроавтомобиль, он купит потому что, по его мнению, это экология. Не будем вдаваться в детали производства аккумуляторов, о том, что это более загрязняет природу, окружающую природу, чем бензиновые выхлопные газы. Берем по факту. Вот вы выходите, садитесь на скутер, заводите бензиновый, или вы выходите, встаете на колесо. Вот в данную секунду. Что будет от вашего передвижения чище? От чего будет воздух чище? Я думаю, от моноколеса. Если не согласны, вызываем Грету Тунберг и консультируемся. Пятое – это новый опыт. Опять же, повторюсь для тех, кто не расслышал. Все это касательно моего впечатления, моих ощущений, ну и моего восприятия. Новый опыт – это касательно меня, ну и многих других моноколесников. Те ребята, те коллеги по моноколесному сообществу в подавляющем большинстве это люди активные, это люди, которые попробовали, если не все, то многое. И там какие-то сапы, и байдарки, и велосипеды, и лыжи, и сноуборды, и там какой-нибудь туризм, вейксерфинг, вейкборды, скейты, ролики. И поэтому моноколесо это, по сути, новый опыт для нового райдера. Шестой плюс это время и скорость. Соотношение времени и скорости. То есть, если взять даже, мы не говорим про удобство, мы не говорим про дождь, который может заставить вас врасплох, передвигаясь на моноколесе. Время и скорость. Если брать, к примеру, несколько локаций, несколько точек, разбросанных не в крайних частях города, ну хотя бы там в вашем районе, вам нужно съездить на почту, вам нужно заехать в магазин, вам нужно, там, не знаю, заехать к другу, что-то ему отдать, и вам нужно, там, я не знаю, заехать на рынок, купить какой-то там, не знаю, гвоздь. Мне это легче сделать на моноколесе. Хотя бы по той причине, что на автомобиле, пока вы навернете эти 10 кругов ада, вы простоите во всех пробках, во всех тянучках, вы потратите больше километража, потому что автомобильные дороги имеют, ну, некоторое направление, и вам нужно немного развернуться. Поэтому время и скорость на моноколесе, оно решает. Седьмое, я назвал седьмой плюс, это сообщество. Я уже говорил в ранее записанных роликах о сообществе моноколесников, которых я сравниваю, наверное, с сообществом, ну, наверное, с сообществом мотоциклистов. То есть банально просто тот факт, что автомобилисты между собой не здороваются, потому что их тьма, скутеристы не здороваются, электросамокатчики не здороваются, ну, некоторые, да, там, которые действительно понимают, что это с их сферы. Моноколесники в 9 из 10 случаев поздороваются между собой, конечно, если они видят друг друга. Восьмой плюс. Восьмой плюс я назвал проходимость наравне с велосипедом. Автомобиль отодвинем, мотоцикл отодвинем, скутер отодвинем. Возьмем электросамокат, велосипед и моноколесо.
В моноколесе размер самого колеса, размер покрышки куда больше, чем на самокате. Он иногда не достигает размера велосипедного колеса, но как бы это позволяет проходить там, где не пройдет электросамокат. Мощность. Если вы хотя бы раз заезжали на велосипеде на какую-то грунтовую дорогу или песчаную дорогу, или песчаный какой-то отрезок, да, там 2, 3, 5 метров, то вы понимаете, как сложно крутить там педали, вас сразу заваливает. На моноколесе этот проблемный участок вы можете поднажать и проехать. То есть вам не нужно крутить педали. Мощность в моноколесе и движок тоже решает. Там, где проедет велосипед, там проедет моноколеса. Там, где проедет самокат, там электросамокат, там проедет моноколесо. Но там, где проедет моноколесо, не факт, что проедет электросамокат. И не факт, что проедет велосипед. Какой-нибудь подъем с грязью на велосипеде, ну, как бы напряженько будет крутить педали. Десятый плюс – минимальное обслуживание. Знаете, как я ездил на велосипеде, можете в меня кинуть тапками, но я даже его не смазывал. То есть у меня было 2 велосипеда, ну, в таком уже сознательном возрасте, детский велосипед не считаем. Первый велосипед я вообще никогда в жизни не смазывал, не чистил. Вот как он стоял, вышел, покатался и все. Возможно, если бы я его использовал очень активно для поездок на работу, еще куда-то, да, возможно, он бы убивался быстрее. Но не скрипит, да и ладно. Как говорят автомобилисты, если машина едет, то не нужно лезть и что-то там ремонтировать. Точно так же моноколесо, на мой взгляд. Если у вас не сидит в голове какая-то идея фикс о катании зимой, о катании по снегу, о катании по воде, по лужам, по колено, то в моноколесо в принципе со старта можно и не лезть внутрь. Обслуживание, ну, оно исчисляется в нескольких тысячах километров, которые вы откатаете за несколько сезонов. Говорить о том, что через месяц, через 2, через 3 вам нужно, как автомобилисту, через 10 тысяч километров поменять масло и фильтры, в моноколесе такого, ну, как бы нету. Ну, подшипник, да, подшипник вы услышите, ну, поменяли. Но 11 плюс может научиться любой. При желании ездить на велосипеде может научиться любой. При желании ездить на моноколесе, передвигаться может научиться любой. Было бы желание и чуток времени. За сколько человек научился? За час, за 2, за 3, за неделю, за месяц? Тут уже способности самого человека. За сколько вы научились ездить на сноуборде или на лыжах? За час, за 2 или за неделю? То же самое. Поэтому те люди, которые говорят, я не смог встать на моноколесо, не смог поехать. 12 плюс, который, опять же, я на своем опыте ощущаю очень. Моноколесо – это пешеход. Даже если вы идете в торговый центр и туда валитесь с электросамокатом, знаете, ну честно, если даже вам никто ничего не скажет, то на вас будут очень косо смотреть. И охранники, и продавцы, и другие посетители. Если вы зайдете в торговый центр с моноколесом, на вас даже никто и не посмотрит. Почему? Потому что самокат, электросамокат, я не говорю уже про велосипед, с которым вас туда даже не пустят. Самокат, электросамокат, он воспринимается как транспорт другими людьми. А моноколесо, если вы его везете рядом с собой по торговому центру, оно воспринимается как чемоданчик. Оно не воспринимается людьми как транспорт. Поэтому моноколесо – пешеход. Все зебры, все подъемы, спуски, подземные переходы, магазины, аптеки, пандусы, общественный транспорт, троллейбусы, автобусы, метро, фуникулер, маршрутки. Я моноколесо, я пешеход. Это плюс. 13 плюс, опять же, мое личное мнение, возможно у вас по-другому, это отношение на проезжей части. Сравнивая отношение ко мне как велосипедисту и ко мне как моноколеснику, я однозначно могу сказать, что к моноколеснику, ко мне как моноколеснику отношение водителей куда выше.
они не подрезают, они не сигналят, они уважают. Возможно, это отношение, потому что на велосипеде я катался даже без шлема, только в перчатках. На моноколесе, наколенники, налокотники, шлем, что там еще, куча всего. Запястье, может быть из-за этого, не знаю. 14 плюс это быстрая зарядка. Опять же, не нужно в меня кидать тапками. Для всех понятие быстро, оно разное. Для кого-то быстрая зарядка телефона это 2 часа. Для кого-то быстрая зарядка телефона это 10 минут. Зарядка моноколеса 6 часов для меня это быстро. Зарядить за ночь, зарядить за вечер, да, если вы приехали там в 7 часов вечера, с 7 часов вечера, ну, я не думаю, что вы каждый день выкатываете колесо в ноль. Ну, выкатали там на 60%, зарядили за 3 часа. Поэтому даже если вы приехали в 7 часов вечера, оно зарядится до часу ночи у вас спокойно. Не говоря уже про зарядные устройства более мощные, которые смогут зарядить ваше КС-18L уже не за 6 часов, а допустим за 3 часа или за 4 часа. А если 2 зарядных, еще быстрее. То есть в целом, даже если вы на какие-то длинные дистанции двигаете на колесе, то сделать где-то пит-стоп, посидеть, попить чаю, перекусить, пообщаться по телефону, проверить соцсети, потратить на это час, за который ваши 2 быстрые зарядки зарядят, или 1 быстрая зарядка зарядит телефон, моноколесо, пусть даже на 30%, или дозарядит, если оно подсело до 70 и дозарядит до 100, мне кажется, это норм, мне кажется, это быстро. И 15-й вариант, это плюс, это варианты апгрейда. Моноколесо, такое приспособление, чуть не вырвалось, транспортное средство, то бы, опять же, меня тут любители поспорить, к чему его отнести к транспортным средствам или к пешеходам. Это такой гаджет, который можно апгрейдить. Чем апгрейдить? Чем угодно. Подушки, светильник, фонарик, задний какой-нибудь стоп-сигнал, какие-нибудь новые педали более широкие, упоры для прыжков, усиление корпуса, сиденье, да все что угодно можно апгрейдить, было бы желание, знания, ну или деньги, если вы не хотите это делать сами. Да, еще раз, да, это можно делать и с велосипедами, это можно делать и с самокатами, но мы говорим про моноколеса, про плюсы моноколес. Друзья, вот 15 плюсов, которые я выделил, исходя из своего опыта в год езды на моноколесе. Если у вас есть что добавить, если у вас есть с чем вы согласны или наоборот кардинально не согласны, обязательно дайте об этом знать в комментах. Палец, подписка, если вам тематика интересна. Если не интересно, можете даже не заходить, не подписываться. Жду обратную связь. До встречи в новых видосах. С вами был Паша Кланов. Всем пока.